Добрый день, с вами Элла Забецкер, и в эфире наша программа, которая сегодня касается очень интересного вопроса – величие нашей страны. В чем оно заключается? В чем же действительно величие этой страны, которую мы с вами выбрали, приехали сюда как легальные иммигранты? Ведь она всегда была великой. Ничего не изменилось, она продолжает быть сверхдержавой и растет и расширяется. Но новая политика администрации во главе с Дональдом Трампом утверждает, что нам надо куда-то вернуться и возвратить то, что было когда-то. Я в этом далеко не уверена. Об этом наш разговор с Натаном Каганом. Сегодня мы с вами разговариваем и обсуждаем тему, чем велика эта страна. Со мной в студии мой друг и очень большой активный член нашей группы Агора Натан Каган. Друг и соратник. Соратник, ну, конечно, так можно сказать, потому что мы занимаемся одним и тем же большим делом. Мы пытаемся подобрать факты, разобраться в той политической, социальной ситуации, которая происходит в нашей стране. Мы не профессионалы в тех областях, о которых мы с вами говорим, но мы все-таки решили, что отдав этому время, силы и какое-то, я бы сказала, энергию, желание, мы сможем с вами разобраться и понять, потому что законы этой страны и ее конституция построены для обычных, нормальных, разумных людей. Такие, она, как мы, я надеюсь. Как мы с тобой, я тоже так надеюсь. Она не построена, и не сделана, и не написана для людей со специфическим, высшим или каким-то еще более высоким образованием. Поэтому наши передачи посвящены различным темам. Мы уже с вами обсуждали здравоохранение в этой стране и систему здравоохранения, и медицину. А сегодня мы поговорим о том, что делает эту нацию, нашу страну великой державой. Ведь не зря мы здесь оказались. Мы же уехали из той державы, которая считала себя тоже великой. Тоже была сверхдержава. Тоже сверхдержава, наверное, была своего рода, но совсем на другой стороне политического спектра. И мы попали в новую для себя среду. И мы все приехали с вами в разное время, скорее всего, по разным причинам, и, возможно, наши цели не совпадают полностью. Но одно явно и ясно и понятно для нас: мы хотели быть в этой стране. Нас сюда никто не привез насильно. Мы сами выбрали эту страну. Да. И мы с тобой здесь, Натан, находимся уже около 40 лет. И за эти годы, конечно же, очень много изменилось на наших глазах. И мы сами изменились. Но мы и участвовали в этих изменениях тоже. И мы стали активными участниками этих изменений. Вот это тоже у каждого произошло по-разному. И я хочу Натану, как человеку, который имеет свой блог, который очень много пишет и, я сказала бы, отдает свое время и, как сказать, contribute, помогает развитию нашей группы Агора на Facebook. Вы можете пойти, посмотреть статьи, которые там написаны, и информация, которая сообщается. Но вот ты как человек мыслящий, который анализирует ситуацию, как ты пришел вот к этому пониманию активного участия в социальной и политической жизни нашей страны? Ну, это было, случилось не сразу, потому что все те, кто приехал из Советского Союза, знают, что ко всему относились с недоверием, с цинизмом, голосовали только потому, что надо было голосовать. И когда мы сюда приехали, все было как-то непривычно, странно, и у нас ушло, наверное, довольно-таки много времени, несколько лет, пока мы все-таки, во-первых, надо было язык освоить, чтобы понимать, что происходит, чтобы мы могли читать газеты, слушать телевизор и общаться с нашими родственниками. У нас, к счастью, оказалось много американских родственников, которые приехали из России в начале XIX века. И они нам помогли. Нам было интересно. В начале 20-го или 19-го? 20-го. 20-го. Не так давно, да. То есть, да. Ну, лет 100 тому назад. Да, да, больше 100 лет тому назад. Да. Да.
И, ну, конечно, самое основное, мы должны были устраивать свою жизнь. Для того, чтобы это сделать, нужно было выучить английский язык. Но мы освоили язык с помощью американцев, кстати. И нам было интересно. Мы начали разбираться, что здесь происходит. Мы слушали, смотрели телевизор, мы читали газеты. Нам помогли наши родственники, потому что вопросов было много. И самое основное для нас было непривычно, наверное, что мы можем участвовать в этом. Понимаешь, мы можем, и я считаю, должны голосовать. Мы можем писать, мы можем обращаться к нашим представителям. Ведь это понять, что вот это именно демократия, а демократия зависит от людей, которые живут вот в этой стране, в этой демократии. То есть вся идея – это не просто приехать в страну, где этот режим существует, создан, где люди за это отдали, возможно, свою жизнь, но приехав в эту страну, разобравшись в ее ситуации, в том, где она, что она, где твое место в ее социальной и политической жизни, принимать в этом активное, скажем, участие. Оно может быть более активное, менее активное, но не сидеть в стороне, не отдать это... По мере возможностей, по мере способностей, знаешь, но принимать участие. И нам это было не в тягость, нам было интересно. Нам было интересно читать газеты, смотреть телевидение, беседовать с родственниками. В конце концов мы все-таки привыкли, к этому надо привыкнуть, этому надо научиться жить в демократии. Но ты знаешь, что я уже знаю твоих родственников многих. Да. Они политически активные, очень умные, интересные, интеллектуальные люди, которые были заинтересованы дать вам информацию, но они вам не Они вам не вталкивали это, они не заставляли. Свои идеи. Они не ориентировали вас на свои взгляды. Они давали вам возможность все-таки развиваться вот как бы самим, обнаруживать эти вещи и принимать свои решения. И надо сказать, что они пытались немножко нас подталкивать к своим взглядам, но я должен сказать, что они демократы. Но когда мы сюда приехали, разобрались и получили гражданство через 6 лет, мы голосовали за республиканцев сначала, потому что мы, в общем-то, слушали, смотрели, и мы решили, ну, мы не будем вдаваться в подробности, как и почему, но первые несколько лет мы голосовали за республиканцев, потом мы... Несколько выборов. Да, несколько выборов, да. Потом мы немножко изменили наше мнение, но я хочу только добавить, что для нас и сейчас не имеет такого значения республиканец, демократ, индепендент, как то, что люди хотят сделать, что волнует наших представителей. То же, что и нас, или, может быть, совсем что-то другое. То я считаю, что надо подходить именно вот конкретно, что собой представляют люди, которые хотят быть нашими представителями. Но давай до того, как мы определим и как бы посоветуем людям смотреть на какие-то качества людей, которые нас представляют, давай мы составим как бы такую структуру нашего разговора в отношении того, чем вот эта страна действительно велика. И мы определили какие-то категории. Они могут быть совершенно другие у вас. У вас может быть совершенно другой опыт. У вас может быть опыт этой страны, которая вам показалась не то что великой, показалась смешной, необычной или неорганизованной. Но для нас, вот мы как бы обговорив ситуацию того, через что... Обговорив наш опыт, жизненный опыт в этой стране, мы выбрали несколько пунктов, по которым мы считаем, что вот выбрав эту страну, мы не прогадали в том смысле, что мы все-таки приехали в великую страну. И прожив в ней уже порядка 40 лет, мы видели, как вот эти вот основные качества, которые делают эту страну замечательной страной, как они росли и развивались. И что нас сегодня
немножечко начало удивлять, это то, что эти качества начали меняться. И вот сегодня об этом разговор. Мы их обсудим с нашей точки зрения. Хотелось бы услышать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, а какой у вас опыт жизни в этой стране. Итак, США... Но люди могут с нами не согласиться. Могут не согласиться. И может мы друг с другом не согласимся. Может, и не согласимся. Это демократия. Мы не Слушай, отработали свобода это. слова. Да, это представление наше и наш разговор. Мы просто хотим обсудить некоторые темы. Ну, давай. И вот мы с тобой договорились, что Америка, мы определим ее такими 5 большими категориями, как великая держава. Могут быть другие, могут дополнительные быть, вы можете не считать их теми категориями, которые вас устраивают. Я надеюсь, что нам дадут знать об этом. Хотелось бы узнать. Итак, первое. Мы выбрали эту страну, потому что здесь есть свобода слова, печати и вероисповедания. Второе. Мы выбрали эту страну, потому что Америка находится и сверхдержава. Это Америка великая страна, потому что она создала огромное количество специфических организаций, которые помогают сохранить мир и не ввязаться нам в Третью мировую войну. Я только хочу чуть-чуть добавить, что когда мы жили в Союзе, у нас не было еще таких знаний, какие у нас сейчас. Конечно, мы сейчас но Америка смотрим... для нас была чем-то, знаешь, сверхдержава. Всегда в Союзе говорили догнать и перегнать США. США, да. Мы слушали Понятно. радио тайком. Да. То есть для нас Америка была чем-то таким... Но вот эти вот 5 категорий. Обещанием да. для нас было. Но вот смотри, вот 5 категорий. Первое, что это свобода слова, вероисповедания, свобода печати. Второе, то, что Америка лидер в организации наций с точки зрения не возникновения Третьей мировой войны, предотвращение мировых войн. Третье, ее экономика, которая гибкая и в то же время развивающаяся. И на многих этапах, если посмотреть, она стабильная, мы можем рассчитывать на свои пенсионные планы и так далее. Ты знаешь, это я бы назвал устойчивая экономика. Устойчивая, да. Она получает встряски, все эти вот рецессии, депрессии, но тем не менее она мы всегда... Да. Четвертое качество. Мы называем Америку сверхдержавой. Россия тоже называла себя сверхдержавой, но все-таки Америка, учитывая ее экономический потенциал и ее именно... я бы сказала, экономика Америки – это самая большая экономика в мире. Ее военная мощь, ее желание к демократических именно направленных принципах создала вот это вот… И желание работать с другими странами и участвовать в общих договорах. Да. И последнее, вот что мы взяли, потому что все не охватить. Можно говорить часами. Можно говорить часами, какая великая эта страна. И последнее, о чем мы хотели бы поговорить, но это не обязательно последнее, оно может быть и первым. Еще один пункт, который нас привлек, это наука и технология. Будучи людьми все-таки по образованию ближе к инженерному и научному образованию, нас очень привлекла эта страна своими необыкновенными достижениями, своими возможностями в области науки и технологий. Итак, давайте посмотрим, что означает свобода слова, печати, вероисповедания и что, куда, во что это, скажем так, во что это превращается в сегодняшней Америке. То есть свобода слова, вероисповедания у нас гарантирована Конституцией. Первый amendment, то есть поправка Конституции. Поэтому мы тут сидим, разговариваем и не боимся, что нас кто-то подслушает. Вот у вас на экране сейчас будет картинка, в которой написано: Конгресс принял закон, по которому Америка не имеет права. И посмотрите, что она не имеет права никогда сделать. Это просто совершенно замечательная вещь, потому что... Где это у тебя? Здесь. Потому что она действительно показывает, как учитывается и защищаются права людей в этой стране. Значит, вот эта первая поправка, она была самой первой, она явилась действительно очень важной. Она у вас сейчас на экране, обратите внимание. Она была предложена в
1789 году и ратифицировали в 1791 году. То есть практически 2 года над ней работали, думали. И люди с различными политическими взглядами и, я бы сказала, религиями сошлись на одной и той же формулировке. Нелегко. Что было очень нелегко. Вы помните, что Америка еще имела рабовладельческий строй. Вы еще помните? Да, мы еще помним. Вы помните. И еще войны между Севером и Югом не было. Да, да. Вот. Но коротко это можно назвать, что здесь, в общем-то, свобода слова. Да. И это для нас было очень важно. Что происходит на сегодняшний момент? Мы слышим очень много о том, что фейк-ньюс называется, липовые новости, как мы недавно выяснили, это по-русски говорят. И это немножко становится страшным. Особенно, я бы сказала, много страшным. Особенно потому, что в свое время в Советском Союзе Сталин объявлял очень многих людей, включая моего отца, да, врагами народа. И мы жили в Союзе в свое время как семья врага народа. Поэтому для нас это было настолько пугающе, что вот здесь, зная вот эту вот первую поправку Конституции, тут вдруг говорят некоторые, что свободная пресса это враг народа, к этой стране это не подходит. Enemy of the state. И ты слышишь эту формулировку, и она в голове отдается. Особенно у нас. У нас особенно. Особенно в тех семьях, где люди хорошо знают, что родственники пострадали, обвиненные быть врагами народа. Как это страшно. Начинается вроде бы с простого маленького обвинения. Оно может выйти большой проблемой. Подумайте над этим. И второе, что нам очень понравилось вот именно в этой категории о свободе, это иммиграция, конечно. Это возможность приехать в эту страну, чем мы и воспользовались. Ну, ты знаешь, во-первых, давай так скажем, что Соединенные Штаты – это страна иммигрантов. Тут, кроме индейцев, все иммигранты. И это естественно, что вот люди, которые сюда приехали как беженцы, как иммигранты, они понимают, что это значит, и они принимают новых иммигрантов. Они приняли нас. Да. Это же можно сказать, что они нас приняли, нам улыбаются, с нами разговаривают, нас считают американцами. Нас не считают людьми там, второго сорта, мы не живем в гетто. Мы американцы. Мы американцы. Нас не называют, конечно, слыша наш акцент, все понимают, откуда мы приехали, из Восточной Европы. Это звучит, да. Но при этом это как бы норма. Но ты понимаешь, наши дети же да. уже это без акцента говорят. Да, у каждого в семье, с кем бы ты ни столкнулся, в каком-то поколении, и не так давнем поколении, а в совсем недавнем, потому что очень давние поколения, здесь не так много американцев, а в недавнем поколении кто-то говорил с акцентом. И когда ты спрашиваешь у американца, откуда твои предки, и он говорит, например, из Швеции, Германии, Польши, ты удивляешься, когда мы приехали, во всяком случае, я помню, как я удивлялась, что эти люди не говорят на том языке, на котором говорили их родственники, которые приехали сюда, на языке первых иммигрантов. Да, кстати. Теперь мои внуки двое и не говорят по-русски, и я не удивляюсь. Мне очень интересно слушать моих детей, когда они пытаются говорить по-русски. Да. Это смешно, потому что хотя бы пытаются. Они пытаются, но когда они говорят с бабушкой, им надо говорить. Им надо говорить по-русски. А внуки, бабушкой. Конечно, уже абсолютно не знают. Отрешены. То есть становится, как быстро мы пускаем корни, как быстро мы становимся американцами, и как быстро наше сознание начинает воспринимать нас американцами. И что интересно, вот у вас на картинке сейчас будет на экране некоторые крупные американские компании, которые были основаны иммигрантами. И это крупные компании. Обратите внимание, какое количество людей здесь работает. Расположены они, многие очень, в Калифорнии, один из тех штатов, или в Нью-Йорке, скажем, вот эти два штата, которые
открыты для иммиграции. Ну, я тебе скажу, что это далеко не все, это просто как бы... Ну, маленький разрез, маленький. Пример. Здесь нет Facebook, который тоже, в общем-то, да, мы знаем, что может быть не иммигрантом, но недалеким иммигрантом, недавним, недалеким, неправильное слово, недавним, вот так ловишь себя на мысли, что и русский язык начинаешь забывать. Но вот эти крупные компании, вы можете посмотреть на интернете и найти гораздо больше, может быть, более интересные компании ближе к вам, которые как бы в той индустрии, где вы работаете, или знаете. Но интересна следующая картинка. Вот следующая картинка говорит о том, что большинство людей все-таки завязаны в маленьких или средних бизнесах. Больше 70% экономики в этой стране – это маленький бизнес. Это основа, это, как здесь говорят, backbone экономики в этой стране. И посмотрите, что интересно, что несмотря на то, что иммигрантов 13% нашего всего населения общего, 13% составляют иммигранты, новых иммигрантов. Да. Первого поколения иммигрантов, мы говорим, вся Америка страна иммигрантов. Но первого поколения иммигрантов у нас 13% сегодня по отношению ко всему населению, а 28% людей, которые владеют вот этими маленькими бизнесами. Их называют Main Street Business Owners. А что такое Main Street Business Owners? Да, не на каждом шагу, на каждом квартале. Парикмахерские, прачечные, кафе, рестораны, магазинчики. Вы пройдете по улицам и видите эти маленькие магазинчики, вы уже понимаете, что это в основном иммигрантские этнические магазины. И ты знаешь, в этом своя прелесть, потому что вот мы живем в Скоке. Да. И тут рестораны практически с любого конца. Но у вас вообще вышел, и буквально на расстоянии, пешеходном, вы можете испробовать еду японскую, мексиканскую, таиландскую. Просто открытый мир. В Гаити мы недавно были в ресторане. Вот обратите внимание на то, что недавние иммигранты – это одни из тех людей, которые очень активные и довольно быстро ассимилируются в этой стране. И многие из них не только потому, что они хотят владеть бизнесами, они приехали в Америку, чтобы иметь бизнес. Я открыла бизнес, я очень хотела иметь свой бизнес. А ты знаешь, мы не очень, потому что мы сначала нашли работу, и Аня, и я, и мы проработали. Первый месяц мы проработали, потом нас уволили, потом мы нашли работу еще раз. Но уже где-то через, наверное, 25 лет пребывания в этой стране мы наконец-то до нас дошло. И мы захотели вот... Но ты знаешь, это не потому, что даже дошло, не все хотят. Не все хотят, да. Но я очень хотела, поэтому я не ждала 25 лет. Точно так же, как мой муж, мы как можно быстрее влились вот в эту интерпренерскую Америку. Это, конечно, нам это очень нравится. Но что интересно, вот у вас следующая картинка, опять на экране, иммигранты в Америке. Посмотрите на эти цифры. Мы их не переводили на русский язык. Кстати, на наших картинках есть, это будет комбинация русского текста на русском языке и на английском. Но мы надеемся, что это легко, в общем-то, разобраться. Некоторые вещи легко разобраться, но еще у нас была просьба наших американских друзей, и очень много людей вокруг нас, которые не говорят на русском языке. Включая наших детей. Включая наших детей, чтобы как можно больше было, я бы сказала, информации на английском также. Вот обратите внимание на эти цифры. И мы говорим, что более 40 миллионов иммигрантов сегодня находятся в Соединенных Штатах Америки. Все население где-то, по-моему, 325 миллионов человек. Да, где-то. 13% из них сегодня вот новые иммигранты, первое поколение иммигрантов, к которым мы и относимся. Мы же первое поколение иммигрантов, конечно. Да. И наши дети, некоторые у тебя не все, у тебя только один ребенок. Ты знаешь, она не считает себя. Она, может, не считает, но по статистике она там. Ей год был, когда мы приехали сюда. Все уже, даже если месяц, она уже была не born, не US born. Президентом уже быть. Да, я думаю, что это большая потеря для нас, потому что Инночка была бы хорошим президентом. Сенатором она может. Это тоже хорошо.
А если вы посмотрите, что у нас где-то около 12 миллионов незадокументированных, не авторизированных иммигрантов, людей, которые находятся в разной стадии процесса получения документов, официальных документов. Потому что сколько здесь по-настоящему нелегальных иммигрантов? Ну, ты знаешь, еще, может быть, стоит добавить такую тонкость, что есть разница между беженцами и иммигрантами. И есть иммигранты, и есть беженцы, которых, в общем-то, в эту страну пускают, потому что им грозит опасность. Но им дают статус, и они становятся в процессе. Поэтому вот эти вот 11,7 миллионов людей – это не иммигранты. Раз они уже получили, они уже иммигранты. Но они не авторизированы. Они, может, просят убежище, они, может, остались здесь по разным причинам и так далее. Но вот эти люди составляют 3,7% всего населения. Не так много. Не так много, но они составляют 3,7% населения, 5,2% всего labor force, всех работников. Работают. Непропорционально они работают. Работают. То есть эти люди работают. Имейте это в виду. Это очень интересно. Ну и дальше очень интересная просто статистика, каких рас или каких национальностей у нас иммигранты. Это как бы вы можете проследить сами, посмотреть. Единственное, что я хотел бы добавить, что вот сейчас, когда отношение к иммигрантам может быть не настолько дружелюбное и дружественное, как оно было, сейчас в Калифорнии, в Аризоне, в других штатах есть проблема с сельским хозяйством, некому снимать урожай. Вот давай посмотрим, как иммигранты сегодня влияют на экономику и что произойдет, если этого не будет. Иммигранты, которые, смотрите, которые, первого поколения иммигранты, вот мы с тобой, 15% вклад в экономику, всей экономики. Нас 13, а вклад в экономику около 15. Да, да. Это очень интересная цифра с точки зрения того, что иммиграция работает в этой стране. Я не знаю, будет ли здесь вот эта картинка, которая показывает, что иммигранты открывают почти в 2 раза на душу населения больше бизнесов, чем коренные американцы. Это хорошая статистика. Но посмотрите, 46% white collar, то есть среднего класса работы держат иммигранты. Посмотрите на эти цифры. Мы их знаем, понимаем. Мы, может быть, не знаем каждую цифру на памяти, наизусть. Ты знаешь, это внушительная цифра. Да. Я этого сам не знаю. Нас 13%, а 46%. Да, иммигрантов. То есть иммигранты, когда вы видите эти цифры и эту статистику, вы помните, что вся Америка – это страна иммигрантов. Но иммигрантов называют по статистике тех людей, кто не родился в Америке и сегодня живет в этой стране. И таких людей 13%, 40 миллионов. Твою дочку тоже. Включая мою дочку. 40 на 40 миллионов. И нас 40 миллионов, 13% населения вносят в эту страну 46%, 22%, 31%. Обратите внимание, 20%. То есть мы действительно не дармоеды. Не дармоеды. Но куда сегодня все это идет? Мы волнуемся, что сегодняшняя политика нашего государства направлена против иммиграции. И ты знаешь, это чувствуют, наверное, все. Потому что я читал, что иммигранты, которые граждане этой страны, если они между собой начинают говорить на своем языке, сейчас они побаиваются это делать при людях. То есть в этой стране, в свободной стране, где свобода слова, это первая поправка Конституции, некоторые люди сейчас боятся говорить на другом языке. А вероисповедание? Вероисповедание, да. И мы не говорим, вы понимаете, я понимаю, что наверняка нас кто-то слушает или смотрит и говорит, да о чем вы говорите? Конечно, из Европы образованные люди. Из Европы, скажем так, далеко не все образованные люди приехали в Америку. В свое время была огромная миграция из Италии крестьян. А вспомните иммиграцию, еврейскую иммиграцию после погромов,
которая произошла в начале 20 века, когда ехали сюда люди, Америка не была счастлива тем, что приезжает эта группа населения, но не принять не могли. Им давали статус беженца. Интересный пример, кстати. И они ты говоришь о странах, да? Да. Стив Джобс, наверное, все знают, что он основал Apple. Его родители были из Сирии. Один папа. Мама нет, мама немка. Окей, все равно. Да. Сирия. Да. Интересное сочетание. Да. Сирия, То есть Германия. здесь таких сочетаний много и разных. И давайте не будем с вами указывать, какая страна нас устраивает, когда мы уже здесь, а какая не устраивает. Люди, которые живут в тех странах, не считают себя хуже нас. А ты посмотри на Google, например. CEO Google сейчас из Индии индус. Да. То есть мы понимаем, что люди в другой стране, там, где они живут, когда они чувствуют, что у них или гонение, или угроза их жизни, или нет возможности развития, ну, собственно, то же, что было у нас. У нас не было возможности развития, у нас не было угрозы в жизни, но у нас была абсолютная невозможность своего роста и развития профессионального. Да. Мы это знали, и мы попросились в эту страну. Я не думаю, что так уже каждый здесь, в этой стране, кричал: примите Эллу и Борю Забицкера немедленно. Мы без них здесь пропадем. Они нам необходимы. Или Кагана, Натана и Аню. Ты знаешь, это, наверное, естественно. Люди побаиваются иногда чего-то незнакомого, чего-то чужого. Маккейн, все, наверное, знают, кто такой. Джон Маккейн. Да. Он корни ирландец, шотландец. Ирландцев в свое время здесь не очень-то любили. Били их, в общем-то. Да. Ну вот Маккейн, что 2 адмирала в семье, сенатор, кандидат в президенты. Да. Но я тебе скажу, когда была гражданская война в Америке, около 300 тысяч иммигрантов немедленно, тех, которые попали в Америку, буквально на следующий день пошли воевать за эту страну, отдавать свои жизни. Это вот эта великая страна. Это патриотизм. Это патриотизм Причем людей. патриотизм натуральный. Натуральный. Да, никто не заставлял. Никто не заставлял, абсолютно верно. И нас никто не заставлял. Со временем потом уже объявили всеобщую мобилизацию, я когда имею в не виду, что и хватало нас людей. никто не заставляет быть патриотами. Да. Или того же Маккейна. Да. Конечно. И вот в этом вот величие этой страны. Мы волнуемся, о чем сегодня у нас идет разговор, мы волнуемся, что то, ради чего эта страна была сделана, организована иммигрантами, для иммигрантов, для общего развития, подъема, уходит в сторону и заменяется другими принципами. Я понимаю, когда ограничивается иммиграция из-за ресурсов или недостатков ресурсов страны. Но, ты понимаешь, невозможностью принять столько людей, скажем. Физически невозможно принять. Возьмите такое государство, как Израиль. Малюсенькое государство, и какой наплыв народа. Никому не было отказано, кстати. Никогда. Ты знаешь, тут, наверное, еще надо сказать, что я, например, лично против того, чтобы пускали сюда всех без разбора. Ну, конечно. И я считаю, что Европа сделала в этом смысле ошибку. То есть я не против того, чтобы пускали иммигрантов из любой точки мира, но их надо проверять, особенно учитывая, откуда некоторые люди приезжают. Они спасают свои семьи, свои жизни, но тем не менее они проходят и должны проходить проверку. И мы это закон страны. Мы проходили проверку. Это закон страны. Мы проходили, все иммигранты проходят обязательно. Но это не значит, что надо вообще остановить иммиграцию. Должны быть процессы определенные. Иммиграция может и остановиться, тогда иммиграция останавливается для всех. Но когда она останавливается для специфических групп людей, которые ни в чем не виноваты перед этой страной, просто потому что они родились в таком месте, или у них такое вероисповедание, становится страшно, потому что это можно проецировать на следующую религию, на следующую группу людей. Да, а вот ты возьми японцев, когда интернировали. Перл-Харбор, когда был, их же всех послали в лагеря. Да. Страна до сих пор извиняется перед. Да. Страна извиняется перед Японией за многие вещи, и это одна из них. Давайте не будем создавать условия, при которых мы потом будем кланяться и извиняться. Смотрите, через что проходит Германия, сколько она извиняется, сколько она выплачивает, сколько она помогает всему миру.
за ошибки, которые были проделаны. Давайте мы попробуем эти ошибки не повторять. Итак, наше первое пункт величия этой страны, свобода вероисповедания и возможность иммигрантам избежать преследований или дать им возможность развиться до их полных возможностей, вот открыть возможности для людей. Мы обещали, мы должны это выполнять. Свобода и счастье для всех. Да, мы должны это выполнять. Так написано на Эллис-Айленд, на статуе свободы. Я, кстати, могу вот это зачитать. Я Давай. перевел на русский язык, насколько я мог. Так что я извиняюсь, если я что-нибудь... «Дай мне твоих усталых, твоих бедных, твоих униженных, жаждущих дышать свободно, отверженных. Отправь нам бездомных, угнетенных, и я подниму свой свет и освещу золотую дверь». Это так высоко и красиво написано. Просто вот тебя поднимать. Конечно, прочитать можно было как бы... И по-английски? Лучше? Лучше? Да. Я могу перечитать. Не надо, спасибо. Но сами слова по себе, сама идея, какая она великая. За это же мы любим вот Америку. То, что нас волнует сейчас, да. это что вот мы начинаем забывать про эту идею. Да. Это Америка. Да, это Америка. Мы идем по пути уничтожения того самого камня, вот фундамента, что на котором эта страна базируется. Что делает эту страну великой и да. исключительной. Да. Мы с тобой сегодня говорим о том, что делает нашу нацию, Америку, великой. И мы определили 5 такими основными категориями. Давай перейдем ко второй. Значит, первая у нас была свобода слова, печати, вероисповедания и иммиграция. Да. А второе – это то, что Америка сумела создать такие отношения с государствами, где она не просто их объединила, она лидировала в них. Она вела мир к определенным целям, а эта цель была абсолютно ясная. Избежать войны, основать такое сотрудничество между странами, чтобы мы всегда могли избежать вот это нажатие этой страшной красной кнопки с любой стороны. И ты знаешь, наверное, это первый раз в существовании цивилизации, когда люди могли решить свои проблемы, я имею в виду между странами, обратиться в Организацию Объединенных Наций. Без войны. Несмотря на то, что это живые люди, они преследуют политику своей страны или свою личную. Естественно, наклонность побить морду вообще-то. Да. И легче, наверное, вступить в войну, но все уже понимают, что такое война на примере Второй мировой войны и войн, которые до сих пор идут и ведутся во многих странах. Никто не хочет быть этой банановой республикой, где происходят изменения там, лидеров каждые 3 месяца. Диктаторов, да. И вот что происходит сегодня? Почему ее политику нашей страны назвали доктриной выхода? Ну, у нас много примеров. Обама администрация работала 7 лет, по-моему, чтобы создать этот, называется TPP, Trans-Pacific Partnership, в которых участвует 12 стран. Пришел Трамп и сказал: нет, не будет, и вышел. Что интересно, что оставшиеся 11 стран, они таки подписали этот договор, они исключили Соединенные Штаты. И теперь они решают свои задачи и проблемы без всякого нашего участия. Мы не в курсе дела, что происходит, да. И мы не руководим, не лидируем, наше слово не имеет никакого значения. И это не первый договор, с которого мы шли. Нет. Вот это доктрина выхода. Парижское соглашение. Все страны мира, все, за исключением 2. Одна Соединенные Штаты, вторая, не помню, остров какой-то. Согласились, подписали. Все за исключением. А ты знаешь, что оно не требует никакого
я бы сказала, никаких ресурсов ни от одного государства финансовой точки зрения. Что еще более интересно, что даже если ты не будешь выполнять, ты подписал, не будешь выполнять, тебя не накажут за это. Никто не накажет, и ты не тратишь ни копейки денег. То есть демонстративно вышли из этого договора, обозлили всех наших союзников, и не только союзников. И как вы думаете, кто вступил сейчас, кто стал вместо Соединенных Штатов? Китай. Китай. Я не сомневаюсь. Всюду, где Америка уходит и освобождает вот это пространство, туда входит Китай. Прямым способом Да, Китай. Да. Еще одна, я да, перебил. говори. А 16 стран сейчас вместе с Китаем, под руководством Китая, Китай лидер, включая Японию, Австралию, Индию и многие другие страны, сейчас заключили торговое соглашение, которое будут подписывать в ноябре. А кого нету там? Нет. Америки нет. И, наверное, она не будет иметь ни влияния на этот мир, ни участия, ни понимания, и ее обойдут. И чего я еще боюсь, что это скажется на экономике этой страны? Естественно. Естественно. Мы же выходим, у нас доктрина выхода. Доктрина выхода не несет за собой гегемонии, превосходства, понимания и участия. Без нас могут принимать решения, начнут жить без Америки и поймут, что можно жить без нее. Ты знаешь, что Китай по экономическому уровню почти уже догнал Соединенные Штаты. Япония, Германия, Европейский Союз. В принципе, они сейчас уже, это будет им трудно, но они уже пытаются, находят способы, пути, как обойти Соединенные Штаты. Здесь мы выходим на наш третий пункт разговора. Потому что говорить можно долго на эту тему. Мы выйдем, и мы с тобой будем разбираться, а что же такое наша гибкая и развивающаяся экономика? Куда же она развивается сегодня? Итак, возвращаемся к нашему разговору. Мы уже говорили, гибкая развивающаяся экономика. Мы обсудили наш первый пункт, в чем величие этой страны. Это была свобода слова, печати, вероисповедания и иммиграция. Мы объединили это в один пункт. Наш второй пункт был Америка как лидер организации торговых договоров. В основном свободного и, мира, экономических договоров, политических договоров, где Америка представляла собой очень сильную, я бы сказала, часть этих договоров. И принимала серьезное участие. Что очень важно, что все эти страны-союзники, они хотели, чтобы Америка лидировала. И они доверяли Америке. Сейчас, когда мы сломали все эти договора, я не знаю. Давай перейдем к третьему пункту теперь. И это ведет, этот выход, доктрина выхода ведет к тому, что это повлияет на экономику. Мы сюда приехали, и мы видели на наших глазах, эта экономика гибкая и развивающаяся, не зависящая от государства, от управления, я бы сказала. Это почти независящая. Почти независящая, правильно. Да. Она имеет свое, я бы сказала, предназначение, свою жизнь, и она развивается по своим законам, которые не всегда можно легко определить и понять, но это... Но я бы еще добавил, что законы в этой стране, они дружественные, они помогают даже маленьким бизнесам развиваться. Но вся экономика страны – это сложнейший механизм, который в одном месте ты нарушишь что-то, тебе отзовется совсем в другом. Это как наш организм. И никто не может четко предсказать, что случится. Никто не может. Нет такого человека, который знает все. Но во всяком случае есть умные люди. И для этого у нас министерство, у нас есть департаменты, у нас есть целые группы людей, которые обсуждают, изучают, анализируют. И прежде чем принимается какое-то жесткое решение, спонтанное, скажем, где кто-то отправил какой-то твит, и сегодня это есть, а завтра нет, а послезавтра оно вернулось, а через 2 дня его нет, то это, конечно, пугает. Ваш маркет, абсолютно. Маркет в этой стране, не только в мире, он любит, когда он может что-то предсказать, предвидеть, когда он понимает, что происходит. Вот эта непредсказуемость. В лучшую или в худшую сторону, неважно. В любую сторону люди не знают, чего ожидать.
не знают, в какую сторону бросаться. Бизнесу нужна какая-то стабильность, чтобы хорошо развиваться. Экономики, да. Нашей экономике любому нужно бизнесу, понимание. Да. То есть, когда мы действуем из принципа анализа ситуации, понимания, продумывания, и, может быть, мы делаем ошибки. Я когда-то читала, Черчилль сказал такую интересную фразу, ему приписывают очень много интересных фраз, но я надеюсь, что это действительно было сказано им. Он сказал, Америка всегда найдет правильный путь после того, как использует все остальные пути. Ты знаешь, это свойственно людям вообще-то. Но вот Америка очень интересная в этом страна, потому что... Свободная страна, да. Они хотят быть но с другой стороны, казалось бы, сядь и продумай. Но вот именно вот этот закон о неучтенных последствиях, это мне очень нравится эта фраза, закон о неучтенных последствиях. И вот мы сейчас с вами становимся жертвами многих неучтенных последствий. Итак, гибкая развивающаяся экономика. Что нас привлекло? Доллар, международная валюта и очень котируемый. И очень крепкий. Многие страны используют доллар. Ты знаешь этот знаменитый анекдот «денег нет». Первая степень. Второй – совсем денег нет. Третий – буду менять доллары. Когда уже дошел до третьей стадии. Доллар осталось и есть почему он международной остается валютой. стабильным? Потому что другие страны, другие экономики, они доверяют этой стране. Они знают, что в любой ситуации эта страна выплатит свои долги. И доллар поддерживается. Сейчас, кстати, ситуация немножко меняется, потому что долг, государственный долг, растет быстрее, чем раньше. Я не назову цифры, потому что это всегда можно найти. Но государственный долг сейчас уже выше, чем государственный доход. Вот смотрите, у вас сейчас на экране картинка, что федеральные доходы ниже, а долг выше с момента последнего снижения налогов. Произошло какое-то изменение, произошло какое-то изменение, даже не реформа нашего налогового... Тексы изменили текст. Да, но это даже не было реформой, оно просто понизило наши налоги в этой стране. Радости много. К чему это приводит? Федеральные доходы стали ниже. Они не уменьшились. Посмотрите, что интересно. В 2019 году ожидается, вот смотри, Натан, ты мне дал эти цифры, что федеральный бюджет будет 4,4 триллиона долларов. Прекрасно, разработали бюджет, мы знаем, на что мы потратим. Как бюджет вашей семьи? Не триллионы долларов, я понимаю, но какая-то сумма денег. Но теперь вы рассчитываете, откуда вы их получите. А Америка в 2019 году получит 3,4 триллиона долларов. Так почти на триллион меньше. Многие люди здесь так и живут. Нету денег, зато карточка есть. Так что страшного? Страшного нет. Давайте одолжим. Правильно, триллион долларов. Обратите внимание, интерес, который будет выплачиваться, 363 биллиона долларов на эти деньги. Доход на 2019, долг Америки на 2019 год составит 21 триллион долларов. Да какая нам разница, правильно? Какое это имеет значение? Какой я сегодня живу? Сегодня я получаю больше. А получаете ли вы больше? Посмотрите на свой чек внимательно. На 3 доллара больше? На 2? Тоже деньги, я понимаю. Я точно так же, как и вы, к этому относилась, пока я не поняла, а что же будет завтра, а послезавтра? А кому мы должны эти деньги? У кого мы их одалживаем? Сами у себя. Китая. Мы очень много должны Китаю. Мы идем в свои собственные закрома. Мы одалживаем у себя. Мы берем social security. А будет ли у нас social security? У меня будет, допустим. Но будет ли это у тех, кто сегодня подходит к этой черте? Не только Social Security, Medicare, Medicaid уже урезают. Урезается очень много программ, социальных программ. Многие пожилые люди, наши родители, которые, в общем-то, здесь много чего получили. Обратите внимание на вот этот график GDP. Это наш годовой валовый продукт. То, что мы привыкли называть Gross Domestic Product. В 2017 году наш доход был 17,3 от этого всего gross, какие там
сумасшедшие триллионы завязаны. Доход получили 17%, а расход 76%. Мы должны были войти в долг, мы должны были одолжить. Мы живем не по средствам. Мы живем не по средствам. Давайте подумаем, куда мы идем. И давайте с вами подумаем, где те представители, которые нас представляют. Им нравится вот это направление, куда мы движемся. Они видят выход из этого направления. А какой выход предлагается? Что у нас в расходах уменьшается? Социальные программы. Образование. Посмотрите, что уходит. Да, окружающая среда, чистая энергетика. Мы сейчас поговорим об этом тоже. А что увеличивается? Военные расходы. А вы знаете, что Америка тратит на свои расходы Америки на армию, на вооружение? Самые большие в мире. Не только самые большие, но они больше, чем 5 стран вместе взятых, которые это самые развитые страны, взятые вместе. И мы все равно это превышаем. Подумайте, куда это идет. Я еще только хотел добавить, ты чуть-чуть упомянула о налогах. Вот налоги, которые вырезаются, это же пробовали раньше. Это никогда не срабатывало. Никогда не срабатывало. И кто получает в основном прибыли? Ну, бенефит. Кто получает? 10% населения этой страны. А если вот мы подумаем, действительно, 90% страны, если они посчитают, сколько они получили вот за счет изменения этого налогового закона, это буквально копейки. Поэтому нынешняя, вот я бы сказала, администрация в своих вот достижениях не упоминает уменьшение налогов. Да. Ее перестали упоминать. Молчат. Но ведь вы смотрите и слушаете сейчас нас, и вы думаете, а я там буду в числе этих 10%. А может не я, но мои дети будут. Пусть они станут мультимиллионерами, пусть они получат. Они получат. Или их дети. Вот эта вот идея, что может быть я там буду, и я тоже получу этот кусочек этого пирога. Да, но дело даже не только в этом. Помнишь, мы говорили, что 70% экономики – это когда люди покупают продукты. Они покупают продукты. Не только продукты, я имею в виду покупают. Товары. Да. Товары. Нету денег, так люди не покупают. Да. Или ты лезешь в долг, как мы наша страна. Мы все живем в долг. В долг живет вся страна. И началось это с нашей ментальности. Вы знаете, что до Второй мировой войны идея семьи была экономия. Сколько денег мы отложили на будущее. На старость, на непредвиденные ситуации, потому что действует же закон непредвиденных последствий. Вы же знаете это. И вот это считалось очень важным. Семью учили и обучали экономике. Именно с точки зрения сохранения денег. Да, но ты знаешь, экономика изменилась. Нас уже все, надо тратить. И как можно после войны начался вот этот бум. Покупай, покупай, да. Покупай. Поддерживай экономику страны. И в нас это вбило. И мы абсолютно спокойно это воспринимаем. Я помню, когда мы приехали, покупка дома, это было просто невероятным событием. Второй дом уже легче, да? Да, невероятным событием, потому что подсчитав, какие суммы денег мы будем выплачивать этими интересами, и сколько, и как долго, все это, хотелось даже подумать, ну, может быть, и не надо, но потом тебя убеждают. Вся Америка так живет в долг. Бери, пока дают. Ну, ты знаешь, что интересно, только сегодня я прочитал, что есть такой показатель, когда американцы начинают одалживать слишком много, потому что все довольны, все верят в экономику, что она всегда будет идти вверх. Наступает определенный момент, когда люди больше не могут выплачивать свои долги. Но это было в 2008 году? Да. И вот сейчас вот этот показатель, он приближается вот к этому уровню. Да. И тот же закон, в общем-то, действует и по стране. Если у нас огромный дефицит больше, чем валовой продукт, в определенный момент страна просто будет неплатежеспособная. И доллар тогда рухнет сразу и перестанет быть не только валютой, но мы просто Но ведь это же никогда не наступит, и меня это не касается. Я в этой стране иммигрант, и что я здесь понимаю? Мне главное поработать. Да, но все люди знают, что такое долг, правильно? И что его надо выплачивать.
Мы должны об этом думать. Мы часть этой страны теперь. Америку строили американцы. Мы с вами американцы. Давайте подумаем. Ну, смотрите, мы приехали в эту страну, потому что доллар крепко стоит и имеет высокую, я бы сказала, ценность во всем мире. Постоянный рост экономики происходит. То есть все люди могли найти работу. Да, ну, в принципе, все-таки в этой стране ты можешь прожить безбедно, и никто как бы от голода не умирает, и война над нами не висит, и экономика развивается, мы понимаем. Мы знаем, что Америка – страна предпринимателей и маленьких бизнесов, и если ты не можешь найти работу, ну, можно открыть свой бизнес, а мы можно попробовать. Да, да, мы представители этих. Но мы знаем, что многие вещи, которые сегодня делаются, мы уже с вами говорили, Америка выходит из торговых договоров. Это будет бить по нам, потребителям. Мы же потребляем, мы же покупаем. А тарифы? Это же вообще целая глава, о которой можно говорить. Ну, единственное, что хочу добавить насчет тарифов. Да. Что тарифы – это дополнительный налог на людей, которые покупают продукты, на которые наложены тарифы. Так мы же их выплачиваем. Да, это наш налог. То есть налог. стоимость товаров, вот эта кружка, которая, может быть, стоила там, я не знаю, $3. Сейчас будет стоить 4. Сейчас будет стоить 4. Ну, может быть, она не будет стоить 4, а 3,50. Но это же увеличится. Кружка, ручка, iPad, бумага, стол, стул, Уже микрофон. Да? Что интересно, что я прочитал недавно, что Ford компания, Да. Ford делает маленькие машины в Китае. И они думали экспортировать это сюда, импортировать. Да. Это. Сейчас Ford этого делать больше не будет. Все, закрыл заводы, я читала об этом. В Китае они будут продавать вот это да. вот, но не здесь, потому что тарифы убивают да, всю их... Машины становятся слишком дорогими, люди просто не будут их покупать. Не смогут купить. То есть так ты что... никогда не знаешь, как вот эти тарифы, да. когда рубят с плеча. Да. То есть есть же организации, которые должны были продумать, проанализировать, проиграть ситуацию, создать модели, увидеть, как это работает, поговорить с партнерами. Я понимаю, что можно считать, что у нас невыгодные сделки. Ты так можешь считать. Но прежде чем ты их разрываешь, и прежде чем ты наказываешь кого-то, подумай, что где-то в другом месте это может аукнуться. И, например, Китай, который очень большой, я бы сказала, имеет большие торговые договора с Северной Кореей, я уже не говорю про Южную, с Северной Кореей, может где-то не поддержать Америку в санкциях с Северной Кореей. Ты еще не забывай, что мы должны много денег китайцам. Да. Они могут просто потребовать свои деньги обратно. Это тоже может быть. Но что интересно, вот мы сейчас с вами поговорим тоже на эту тему, где сегодня находится Китай, правильно? Инфраструктура. Мы приехали сюда из России, где дороги разбитые, где ничего не было. Да, мы приехали из Союза. Из Союза, да. Я из Белоруссии, ты тоже из Минска. Где, ну, за что ни возьмись, все было плохо Там хорошие сделано. водители, потому что все ямы надо объезжать. Они умели вести машину, правильно. Мы приехали сюда, нас потрясла инфраструктура. Чистая вода в доме, прекрасные дороги. Система, вот я бы даже сказала, телефонная система, осветительная, электронная, электрическая. Ну, все системы потрясающие. Дороги особенно, да. Особенно. Посмотрите, что происходит с нашей инфраструктурой. Обама начал процесс по восстановлению инфраструктуры. И об этом было много разговоров. Ее необходимо поддерживать для того, чтобы она была в хорошем состоянии. Ты знаешь, это стало практически невозможно. Во-первых, увеличили деньги на военные расходы. Ну, некоторые люди могут считать, что это так. Подожди, так налоги же уменьшились. Налоги, но это все вместе. Да. На военные расходы налоги уменьшились. И что еще, это небольшой пример. Ну вот фермеры пострадали из этих тарифов, да? Да. И сейчас государство будет им выплачивать вот эти вот деньги, которые они потеряли. Мы говорим, по-моему, 12 биллионов долларов. Да, то есть на нас, на людей, которые платят налоги, накладывается двойной налог. Я уже не говорю о тех ураганах, которые сносят целыми городами нашу вот сейчас, страну. Да. Сейчас Флоренс. Да. Вот это гибкая развивающаяся экономика, которая нас привлекла, на сегодняшний день вызывает много вопросов. И непонятно, на них нет, на эти вопросы нет
прямых и четких ответов. имеешь в виду? Вернее, ответ есть. Мы идем не туда, мы идем не в ту сторону. Надо остановиться и подумать. Может быть, нельзя разворачиваться мгновенно обратно, но подумайте. Опять мы приходим к одному и тому же выводу. Посмотрите, кто вас представляет. Я уже посмотрела, кто меня представляет. Ты, наверное, хорошо знаешь, кто тебя представляет, твой округ, твой район. И мы смотрим, о чем эти люди говорят, что они думают, нас волнует. Волнует ли их то, что волнует нас с вами? И я думаю, что, может быть, надо каждому, может, получше разобраться, как работает экономика, как работают все эти тарифы. Ну, просто, чтобы понять, что то, что делает администрация сегодняшняя, ваше мнение, как оно может повлиять? Да, мы не хотим быть такими агрессивными и преследовать одну специфическую цель. Там, скажем, плохо составленный торговый договор с Китаем. Давайте пересоставим, давайте сделаем умнее, лучше, но не глупее того, что есть. Умнее, да, но зачем делать глупее? Это здесь называется «не руби с плеча», да? Да, не руби с плеча, подумай. Иногда рубил с плеча, один из 100 раз, ты, может быть, и Ну да, это если повезет, да. Вот, и будем говорить с вами о следующем пункте нашего разговора. Хотя много еще можно было говорить. Единственное, что хотел добавить, Элла мне много не дает говорить. Говори. Глобальная экономика. Сейчас практически ни одна страна, развитая страна, не может выжить сама по себе. Потому что технология, наука, все это настолько связано, что ты, если возьмешь любой продукт более-менее сложный, кофеварку вашу или вот эту вот штуку, вы увидите, что части или сам этот вот планшет, предположим, в другой стране сделан, или части сделаны в другой стране. Или даже сейчас, когда заключаются договора нафта, предположим, только определенный процент автомобилей должен быть сделан. Все понимают, что этого сделать невозможно. Это глобальная экономика, такая же, как интернет. Все, продолжаем. Ну, я считаю, это потрясающая добавка к тому, о чем мы говорили. И сейчас у нас США сверхдержава. Но мы говорим о том, чем эта страна, в чем ее величие, где мы видим не просто мы ее любим, и ты, и я. Мы ее любим, мы чувствуем себя здесь прекрасно, свободно, нам интересно жить. Но мы решили сделать более такой организованный подход, не просто эмоциональный, а организовать и выбрать этих 5 основных пунктов, по которым мы считаем. Подход. Да, такой логический, теоретический, логический, смысловой подход, я бы сказала, инженеров. Я только хочу добавить, и ты, по-моему, уже об этом говорила, что мы не профессионалы, мы не профессиональный эксперт. Если вы в чем-то с нами не согласны или хотите что-то добавить, пожалуйста, пишите. У вас есть такая возможность. Значит, первые 3 пункта, которые мы обсудили, это, конечно, свобода слова, свобода вероисповедания и миграция, которую мы определили как один пункт. Второе – это сотрудничество наций, где Америка имела лидирующее положение и положение организатора и лидера, что было очень важно и очень важно для великой нации. Третье – это, конечно, гибкая, стабильная и развивающаяся экономика, которая нас привлекла сюда и привлекает до сих пор. И четвертое – это, конечно, США, это сверхдержава. Куда, кстати, можно включить и все предыдущие пункты. Поэтому она тоже. И сверхдержава. Да. Но в чем определяется, в чем это определение сверхдержавы? Что это не просто где-то страна, где приятно и хорошо жить. Мы читали и знаем, скажем, Норвегия. Чудесная страна. Говорят, там живут самые счастливые люди на земле. Да. Швейцария. Почему нам было не родиться в Швейцарии, не жить в Швейцарии? Да. Но выбрали все-таки мы в Америку и живем здесь. И эти страны не являются сверхдержавами, неприятные и хорошие. Америка сверхдержава. Потому что Америка самая важная, считаю, страна иммигрантов, и Америка лидирует. Да, но она имеет мощь. Она сверхдержава, потому что у нее мощнейшая экономика и мощнейшая военная сила.
О военной силе мы уже говорили, сколько тратится. Да. Экономика до сих пор по годовой валовой продукт Америка первая в мире. Да. Но покупательная способность... Вот у вас вот эта картинка, которая показывает, что интересно, что покупательная способность США и Китая на сегодняшний день. И когда вы посмотрите, как Китай нас догнал и перегнал, вот это вот догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки лучше произошло в Китае, чем в Советском Союзе. В общем-то, от того, что в Китае на те же деньги ты можешь просто купить больше продуктов, да, товаров. Покупательная способность больше. В Китае больше народу, средний класс растет, их доходы начинают увеличиваться, и они способны покупать. Что еще интересно, китайское население не тратит слишком много денег, они все-таки живут по доходам на сегодняшний день, не влезают в долги, поэтому способность их, покупательная способность гораздо выше. Влезут. Влезут. Мы поможем. Мы поможем. Но что интересно, я хотел добавить насчет вот лидера, да? Китайцы сейчас вкладывают в Африку 100 миллиардов долларов примерно. Они строят предприятия, они строят дороги. И как вы думаете, они делают себе это в ущерб? Они же практически сейчас будут лидером этой страны. Там куча полезных ископаемых, там дешевая рабочая сила. Я тебе скажу более того. В Минске, в нашем родном с тобой Минске, живет около 400 тысяч китайцев, приехавших из Китая, которые строят инфраструктуру, создают Беларусь. Помогают. Не помогают, они ее делают. По всему миру китайцы сейчас. Да. А мы что делаем? Мы закрываем границу. Пожалуйста, проходите. А мы выходим из договоров, мы уступаем, мы закрываем границу для умных, талантливых, способных детей. Слушай, может, скажи пару слов о студентах? Ты же знаешь очень хорошо. Это очень интересный вопрос. Здесь около миллиона иностранных студентов в нашей стране. Умненьких, образованных, интересных. В основном в свое время превалировали студенты из Индии в технических вузах. Их было большинство. На сегодняшний день большинство из Китая, хотя начало резко уменьшаться. Корея была, но не в таком количестве. Китай все-таки посылал. Да. Индия была. Сегодня Китай. Сегодня Китай превалирует. Я приведу такую цифру. В одном из очень известных университетов здесь, в Чикаго, Northwestern University, я с ними работала, сотрудничала по бизнесу. И в один из, я не помню, это был 2014 год, на кафедру, инженерную кафедру, на Master's Degree Program в инженерной школе было записано, по-моему, 265 человек училось, из которых 260 были иностранные студенты. И как ты думаешь, они выучатся, и что они дальше будут делать? Вот это одна из проблем, где этим студентам нет возможности остаться в нашей стране, а они все хотят. Они получили знания, за которые они заплатили. Наша страна копейки не дала. То есть мы отказываемся от помощи. И они хотят вложить эти знания в нашу экономику. При этом это лучшие умы, которые могут работать в науке, именно в research, в исследованиях. И они таки это делают. Мы можем на эту тему и будем говорить во время нашего разговора об образовании. Но на сегодняшний момент, как американская политика, часто, которая, казалось бы, идет по пути улучшения момента, какого-то момента, вот человеческой психики или интересов, психологических каких-то вещей или персональных интересов, как это может помешать развитию всей страны. А мы говорим, великая страна, она не происходит от того, что этот президент создал это или тот президент создал то. Это серия групп президентов один за другим, которые вкладывали, дополняли и вливали в эту страну. Это не просто какой-то один президент вдруг сделал ее великой. И, кстати, не только президент. Я хотел добавить, что это с участием людей, с участием жителей этой страны. Без этого демократия просто не работает. Без лидеров. Это наш президент, наш лидер, который объединяет всю страну для достижения
важных целей, которые поставлены перед этой страной. Эти важные цели – это стратегические цели. Они не касаются моего сегодняшнего политического взгляда. Это стратегическая цель. Если бы вы, когда вы принимали решение об отъезде из бывшего Советского Союза, или из России, Украины, Прибалтики или любой другой страны, где вы говорили и понимали на русском языке, если бы вы принимали решение, я хочу убежать от этой страны, а мне все равно куда, может быть, вы бы и попали в Америку, или, может быть, вы бы приехали сюда, просто потому, что другого выхода не было. Но я не думаю, что вам бы эта страна реально действительно понравилась бы. Но если вы выбираете стратегически, я хочу уехать в Америку, что мне для этого надо сделать, чтобы сюда попасть, у вас появляется стратегическое направление. Ты знаешь, что интересно, что люди, которые сейчас строят такую систему враждебности к иммиграции, если это случилось в то время, когда их родители и дедушки и бабушки хотели бы приехать в эту страну, они бы не смогли. Нет. Включая дедушку Трампа. И есть такой Стивен Миллер, который работает. Он еврей, он из Белоруссии, кстати. Не он сам, но его семья. Его семья. Они не смогли бы сюда приехать. Но это его сейчас не интересует и не касается. Да. А должно бы. А должно бы, казалось бы. Во всяком случае, его семья этим очень недовольна и об этом пишут. Но давайте посмотрим. Ведь мы же говорим, что эта страна людей, которые заинтересованы в стратегических направлениях, и они помогают нам достичь наших целей. Нас с тобой волнует, и вы сейчас видите картинку, так же, как и весь мир. Посмотрите страны, которых уверенность в том, что президент США принимает решение, сегодня эта уверенность совершенно, ее нет, этой уверенности. А что люди думают, когда мы выходим из всех соглашений, которые были подписаны? И которые обещаны. Да. Обещаны. Мы бросаем их и бросаем на произвол судьбы то, что мы обещали. Мы уже говорили сколько раз, и ты подчеркивал, экономика поддерживается нашим свободным обещанием, подписанным, и не только подписанным, даже на рукопожатии сделанным соглашением, где Америка пообещала и имеет эту порядочность следовать своему обещанию. Ты знаешь, если ты захочешь одолжить деньги, сначала проверят, кто ты такой. Естественно. И если они банк увидит, что ты это риск, что у тебя там не очень такое хорошее прошлое, они просто тебе или не дадут деньги, или под высокий процент. Все страны сейчас до сих пор доверяют Соединенным Штатам, они верят, что... Априори называется. Да. Что Штаты потому что у нас есть мировой рейтинг каждой страны. У нас в свое время он упал. Было одно время вместо A+, или AAA, что-то там было. Да. Было чуть ниже. Но теперь он на высоком уровне. Посмотрите. А чем больше у тебя долгов, тем ниже рейтинг. Конечно. И не просто даже долгов, а просто твое такое несоразмерное поведение, которое не соизмеряется с целью, которую ты ставишь перед собой. Предыдущая диаграмма, которую ты показала, она показывает, как люди сейчас доверяют. Как эти страны доверяют. А посмотрите, что такое быть сверхдержавой. И посмотрите на одну только часть экономики, как разные страны вкладывают деньги в чистую энергию. Посмотрите, что происходит. Мы же были лидерами. Мы туда шли. Что же сегодня происходит? Технологически, кстати, Штаты пока что до сих пор лидируют, но мы стараемся, как можем уступить эту должность Китаю. Китай захватывает позиции. В следующей картинке, которую вы видите, это просто дает вам маленькое представление о том, что такое угольная энергия, которую мы возвращаемся. Мы не просто поворачиваемся, делаем шаг назад. Мы просто разворачиваемся на 180 градусов и идем прямым ходом туда, откуда все уже убежали. Там никого нет. Мы будем единственные, спасая
Сколько человек мы говорим? Где-то, по-моему, около 20 тысяч в стране работает в угольной промышленности. Допустим, добавится еще. Предполагается, вот на картинке вы видите, что работающих будет где-то 80 тысяч, да? Например. Окей. Да? Сколько народу при этом потеряют работу, которые останутся без работы? Ты имеешь в виду в другой чистой области, энергетики, чистой да, энергии, да, которые занимаются этим. Ты понимаешь, дело даже не в этом. Эти люди, это же очень вредная работа. Это есть такое, называется, черные легкие. Да. То есть шахтеры все болеют, очень многие заболевают раком. И сейчас ко всему еще, это уже, может, в другой области, убрали у них часть, это в healthcare. Да. А отходы при переработке? Идут в речки. В речки. То есть, если мы раньше все-таки боролись за загрязнение окружающей среды, мы туда идем опять. Мы опять входим в эту же систему. Подумайте над этим. Это очень важная вещь. И это только одна часть того, что делает любое государство сверхдержавой. Мы затронули две-три стороны. Может, со временем мы еще одну сделаем передачу, но пока что у нас время кончается. Вы можете посмотреть сами и определить, куда же мы идем. Вот эта вся хупла насчет того, что great, мы сейчас пойдем, мы сейчас сделаем. Подождите минутку, как мы так? Вот так вот? Ни с того, ни с сего. Но условия другие. Сейчас, опять же, как я говорил раньше, ни одна страна не может существовать сама по себе, оградив себя забором. Подумайте, что делается с Европейским Союзом. Каждая отдельная страна, которая боится Российскую Федерацию, вы же знаете, что произошло на Украине, вы знаете, как Прибалтика сейчас, особенно Латвия сидит. Что в Грузии происходит? А что в Грузии, вы знаете. Объединившись, они представляют собой силу сопротивления. А теперь подумайте, выгодно ли было Путину и его администрации разбить этот союз и вывести Англию? Сегодня есть прямые доказательства, что Brexit произошел благодаря влиянию Российской Федерации. Им даже не настолько важно, кто сейчас будет у власти в любой из этих стран. Главное, чтобы их разбить. Главное разбить. Да. Как ты говоришь? Разделяя властвуй. Вот эта вот идея сегодня происходит ради удержания власти. Ведь если ты хочешь сделать Америку действительно великой, хочешь ее оставить, имеет ли это значение, делаешь ли это ты или кто-то другой? Имеет ли значение, что я буду доставлять удовольствие тем избирателям, которые меня хотят, я буду для них делать все, что они хотят. Они введут религию в школу, они запретят аборты, ты не сможешь, права очень многих меньшинств будут умещены, но это не имеет значения. Главное, чтобы я был президентом. Но если ты хочешь сделать эту страну великой, и что ее делает великой? Даже не сделать, а оставить ее великой. Оставь ее в покое, называется. Подумайте, кто вас представляет. Голосуйте за тех представителей, которые помогут сохранить ее ресурсы, ее инфраструктуру, людей и направить их работать вместе, не разделять, работать вместе. Кстати, это роль любого лидера, хорошего лидера – объединить людей. Не разъединить людей, как делает Путин, например, и некоторые другие, которых... Ну, диктаторы. Да. Ты боишься всего. Это же задача диктатора, чтобы ты так боялся, что своей тени боишься. Страх и незнание. Ну, конечно. Невежество. Да, страх. С вами Элла Забицкер и Натан Каган, и мы обсуждаем тему, которая вот нас очень волнует, и, надеюсь, вам тоже интересно. Тема о том, что Америка, великая ли это страна Америка. И мы знаем, что она великая. Мы не спорим. Здесь мы с тобой согласны. Мы не всегда согласны, но в этом мы с тобой абсолютно согласны. Да, и я еще хочу только добавить коротко. Великая страна – это не значит, что страна без проблем. Величие этой страны заключается еще и в том, что мы сообща решаем эти проблемы.
И мы обсуждали 4 основные пункта, вот, которые мы с тобой выделили. Сейчас будем обсуждать 5-й. Значит, эти 4 пункта: свобода слова, вероисповедания, печати и иммиграции. Мы определили это как один. Второе, мы говорили, что это сотрудничество народов. Не просто внутри страны, это на всей планете. Это сотрудничество между разными нациями, даже теми, где режим не устраивает, скажем, нас каким-то образом. Но это сотрудничество. Да. И мы говорили, что третье, что делает Америку очень для нас привлекательной, это ее экономика, которая гибкая, устойчивая и развивающаяся. И динамичная, да, тоже хорошее слово, я согласна. И 4-м пунктом мы определили, что наше вот, отношение к Америке еще вызвано тем, что это сверхдержава. Она имеет мощнейшую экономику и мощнейшую военную, вот, армию или защиту. Мы можем гордиться этой страной, кстати. Мы можем гордиться. И вот 5-й пункт, который мы хотим обсудить, и который, не является последним, он может быть и первым, это наука и технологии. И здесь успехи науки в Соединенных Штатах несравненные, наверное, ни с одной страной. В каждой отдельно взятой стране могут быть интересные открытия, достижения и так далее. Но то, как Америка стала такой fertile soil, то есть такой черноземной областью для роста науки. Мы уже немножко коснулись, потому что это очень тесно связано с иммиграцией, например. Как ты говорила, что лучшие умы приезжали сюда, потому что здесь была свобода. И не просто свобода. Ты понимаешь, что интересно? Ведь каждый ученый, деньги, конечно, но каждый ученый, сидя в своей стране, в очень маленьких странах, скажем, в маленьком окружении, в маленьком научном институте, не имел вот этого видения большого и не имел большого общения. Потому что общение с людьми своего круга ума и даже смежных каких-то областей, оно дает эту почву, которая питает нас. И она дает нам питательные вот эти вещества, которые нас развивают. Очень интересно и привлекательно. А помимо этого, сама по себе идея привлечения этих людей, потом переезда их семей в эту страну, участие этой миграции, да, конечно. И деньги тоже, кстати. Да. И вот здесь, конечно, имея возможности оплаты за счет экономики, мощной экономики. И не просто оплаты их научных, но вот что интересно, ведь в России очень много изобретений делалось и делается. Но в технологиях многие изобретения сделаны в разных странах, но нигде, как в Америке, вот эти изобретения не перешли в индустрию, которая начала производство и которая превратила идею, которая вот это изобретение имеет, в жизнь и в массовое производство. Пример, как это произошло в Америке. Один пример. Илон Маск. Наверное, все знают, кто он такой. Да? Ну, конечно. Он приехал сюда, потому что он же, по-моему, из Южной Африки, да? Да. Он приехал сюда, потому что там он не мог сделать то, что он хотел сделать. Вы посмотрите, чего он добился. Я не буду сейчас, потому что много могу рассказывать об этом деле. Нет, помимо того, что эта страна явилась такой почвой для этих ученых, надо не забывать, что здесь вот эта гибкая экономика, где люди могли вкладывать деньги в изобретение, свободный капитал, инвестиции. Посмотрите, сколько стартапов у нас. Конечно, не все они становятся Facebook или Google, но их очень много. Сюда приезжают со всего мира и смотрят и ищут следующего Зукерберга. Да. Или Илон Маск. И Илон Маск, чтобы вкладывать деньги. Это помогает развитию. Наша экономика, наша наука развивается и, естественно, растет. Мы занимаем лидирующее положение в мире в большинстве технологий, особенно таких, как космонавтика, авиация, компьютеры, атомная энергетика, биотехнологии, генная инженерия, атомная энергетика. И здесь именно Америка обеспечила важнейшие прорывы в этих отраслях. Именно Америка. Огромное количество исследований, изобретений и интереснейших проектов делается по всему миру,
где участвуют американские инженеры и научные работники. Ну, что еще интересно, вот как наука связана с технологией, что здесь, если даже кто-то объявил банкротство раз или два раза или три раза, все равно может потом в следующий раз, следующий бизнес преуспеть. Но это не закон, это все зависит от того, какая ситуация. Да. Но эта страна поддерживает бизнес. Если ты можешь выжить, и тебе могут помочь вырасти, тебе лучше помогут, чем тебя утопят. Да. Вот так законы страны работают. Это совершенно потрясающе. Но обратите внимание, нам в затылок дышит, и очень уже чувствуется это дыхание из Китая, Индии, Израиля, Пакистана. Европейский Союз. Сейчас, когда Европейский Союз настолько обозлился на Америку, я побаиваюсь, что они не будут сейчас так свободно, не захотят обмениваться информацией с нашей страной. Это все, это как связано, домино эффект. Ты одну вот эту вот фишку, она упала. Как ты говоришь, невозможно предсказать все последствия. Это не только невозможно, это закон. А закон о непредсказуемых последствиях. Но мы можем предсказать, как здесь называется, тренд. Я даже не помню, как это по-русски. Куда мы движемся, направление, куда мы движемся. И мы понимаем сейчас, что... Вот подумайте, мы определили 5 таких важных, мы считаем, для всех пунктов развития этой страны, и почему она является такой интересной, великой державой. И по каждому из этих пунктов у нас есть очень интересная информация того, что это меняется не в лучшую сторону. Мы уходим назад, мы отходим от своих позиций. И делая это, мы разрушаем то, что было создано. Было создано буквально в столетие, два столетия. В общем. После Второй мировой войны очень многие вещи были продуманы, созданы и испытаны, и уже известно, как оно будет работать. Стоит ли делать какие-то вещи, которые уже понятно и ясно, и это ясно практически всем руководителям сегодня, и нашей администрации особенно, стало понятным, что мы идем в неправильную сторону. Не оставайтесь к этому равнодушными. У вас есть возможность 6 ноября высказать свое мнение. И может вы с нами не согласны, может вы считаете, что Америка не ухудшает свои позиции, а улучшает их. Если вы обратите внимание на те страны, которые думают, что мы идем в правильном направлении, их всего сегодня 2. Россия и Израиль. Полным ходом. И Израиль в небольшом таком, я бы сказала, процентном отношении внутри Израиля. Но положительным. Но положительным, маленьким перевесом положительным. А Россия полным перевесом. То есть мы уехали оттуда, чтобы избежать той системы. Мы сегодня ее перевоссоздаем здесь. И нам кажется, этого не произойдет. Это же Америка. Но в свое время Римская империя исчезла. Будем оптимистами. Это же произошло. И ты правильно говоришь, будем оптимистами. Но мы должны быть продуманными и умными оптимистами. Само по себе же не произойдет. Да, но хорошее доказательство тому, что это все-таки система работала 70 лет. Да? Да. Мы жили в мире, экономика процветала во всех этих странах. То есть сейчас, вот после Второй мировой войны, это действительно период, в котором не было мировых войн. Торговля процветала. Экономика мы это видим на своем собственном опыте. Мы видим на вашем опыте. Ведь за наши 40 лет пребывания в этой стране, сколько иммигрантов мы приняли, ты знаешь, я говорю не только о нашей стране, вообще вот в мире, что происходит. Да, но даже в нашей общине мы же это видим. Мы наблюдаем, какое количество людей приехало, то, что называется family chain immigration, что один едет за другим, за третьим. Ты не можешь всей семьей выехать и сразу обустроиться. Едет кто-то первый, потом второй, потом третий, пускает корни, развивается, становится американцем. Нам абсолютно все равно, приехали вы с Украины, приехали вы с Пакистана, приехали вы с Франции, не имеет никакого значения. Главное, что вы стали американцами по духу этой страны.
и соблюдали ее законы. А для этого надо разобраться. Да. И наш голос на сегодняшний день очень важен. Поэтому я вам предлагаю 6 ноября зарегистрировать свой голос в пользу тех кандидатов, которые помогут нам сделать эту страну, сохранить ее великой, не опять, а сохранить то, что было, потому что сегодня идет полное разрушение, и пойти, наконец, вперед, в правильном направлении. Ты со мной согласен? Согласен. У вас на экране сейчас картинка, как выяснить, кто вас представляет, кто ваш представитель. Об этом прочитать, знакомиться и вперед. Хотелось бы услышать ваше мнение. Итак, давайте обсудим. Спасибо. Спасибо. Вы просмотрели нашу передачу. Вам было интересно, а может не очень? Вы согласны с тем, как мы высказались и о чем мы говорили, или не очень согласны? Оставьте свои комментарии. Было бы интересно с ними познакомиться. До следующей встречи.